Всем привет! Сегодня сделаю такой коротенький обзор на пробойники для создания отверстий под французский шов. Пробойники с косым зубом от Вуты. Вот. В общем, двоякое впечатление именно от самого магазина. То есть это китайский производитель такого более качественного инструмента для работы с кожей. И я до этого заказывал у них пробойники вот такого вот плана. Устанавливаю их на пресс, и поэтому решил заказать чуть более дорогие, потому что в бюджетных у меня вынимались зубья. В общем, заказал, и пришли два пробойника разного качества. То есть этот чуть более такой полированный, вот, и у него короче зубья, а тот, что на 6 зубьев, он такой же пришел, как и были у меня до этого. То есть, в принципе, какого-то плохого качества. Они особо, ну, я не знаю. В общем, они и так особо не выделяются хорошим качеством, но этот чуть похуже. Поэтому я открыл спор, и они вернули мне деньги. Вот. Но потом я еще раз рискнул, вот, послушал отзывы мастеров, которые работают вот такими вот пробойниками, и выбирал там с различных, есть Амирок, есть Бланшард, CS Blade сейчас вот набирает популярности. В общем, много производителей именно хорошего инструмента. Но по соотношению цены и качества, в принципе, мне нужно было на пробу понять, смогу я работать ими или нет. Вот, я выбрал себе Вута, потому что они из всей этой линейки, как бы профессиональной, это самые бюджетные пробойники. Цена их где-то $88. Это вот этих, что я заказал. И есть у них еще чуть дороже, там, по-моему, 90 что-то долларов. В общем, такие же пробойники отличаются тем, что у них, ну, они чуть массивнее. У них вот эта ручка шире. Вот, а в принципе все то же самое. Но мне для пресса нужно было, наоборот, как бы узкая ручка, но все равно она оказалась широкой, поэтому я их продаю и завтра отправляю покупателю, так что сразу запишу на них небольшой обзор. До этого я заказывал себе китайские, вот такого вот плана. Это самое дешевое, которое можно найти, с таким же шагом. И сейчас просто покажу вам, в чем разница. Я сшил кошелек, вот поработал этими пробойниками, то есть ими работать можно. Основная разница этих и вот этих вот пробойников, как бы дешевых и дорогих, это, на мой взгляд, это то, что дорогие, они полированные. Полированные, у них полированные зубья. Само собой, зубья тоже как бы немножко другой формы, но в принципе, если брать вот, я не знаю, сейчас будет видно или нет. В общем, зубья немножко отличаются, сама именно форма, но отверстия они делают похожие. На этих бюджетных зуб чуть шире, на этих чуть уже, но именно принципиальное значение, из-за чего стоит выбирать вот эти вот дорогие, это то, что они полированные и при работе легко вынимаются из кожи. То есть я вот этими вот пробивал, они тянут за собой кожу, то есть там зазубрин, я пытался их сам полировать, у меня ничего не получилось. То есть с ними работать можно, но если уметь полировать металл. Я этого не умею, так что и для работы они мне не подходят. Здесь же все полировано. Вот, как видите, все грани, форма зуба красивая. Сам пробойник тоже, он из качественной каленой стали.
Ну, в общем, работать ими одно удовольствие, если, конечно, позволяют условия. Пришло мне 2 пробойника. Брал шаг 3.38, чтобы прошивать часовые ремешки. То есть, в принципе, под эти задачи брал пробойники. Но ими можно прошивать что угодно. Там кошельки, ремни. Пробойники очень классные. Идет комплект. В комплекте идет 2 штуки. На 2 зуба и на 8 зубьев. Да? Так, 3, да. И на 8 зубьев. Значит, что я... Да, вот, значит, пробил я отверстие. Просто покажу, чем отличается отверстие, допустим, пробиты пробойниками Вута и более бюджетными китайскими пробойниками. Значит, те, что сверху, это Вута. Те, что снизу, это бюджетные. Значит, в чем разница? Ну, во-первых, то, что я и говорил, когда мы делаем пробой, вот, у нас пробойник зашел, и мы его вынимаем, то он вынимается легко, кожу за собой не тянет, не выворачивает эти отверстия. То есть все получается достаточно аккуратно. Плюс сами отверстия, они получаются такого, ну, как бы меньшего размера, более аккуратные, чуть скругленные. Вот. И, в общем, сам шов будет более симпатичный. Те, что китайские, они делают такие угловатые отверстия, плюс он тянет кожу. Ну, вот для меня основное отличие — это как бы возможность ими легко работать, чтобы не коверкать там изделия. Здесь вот кожа толщиной около 3 мм. И здесь один слой. Вот так вот выглядит кожа после пробития с обратной стороны. Тоже достаточно все аккуратно. Но если, допустим, пробивать, как я шил кошелек, то когда, к примеру, эти пробойники вытаскиваешь, они тянут за собой кожу. Если несколько слоев, то верхний слой начинает отрываться. И, естественно, это уже как бы... Ну, и в работе потом надо подклеивать это все. И само изделие уже свой внешний вид, оно как бы теряет такой более презентабельный. Несколько рекомендаций по выбору подобных пробойников вот с личного опыта, на что я в первую очередь обращаю внимание. Эти пробойники выбираются именно из параметров зубьев. Форма зуба, ширина. Вот на вот эти параметры стоит обращать внимание из-за того, что они как бы напрямую влияют на форму отверстия и уже впоследствии на сам вид, эстетику шва. Также стоит обратить внимание на качество самой стали. Вот много отзывов читал, что у этих бюджетных зубья просто гнутся, там ломаются. Я в это верю, потому что это, ну, уже сталкивался с плохим китайским инструментом. Вот. Здесь вот каленая сталь, то есть они более качественные. Я думаю, прослужит намного дольше, чем взять, допустим, более бюджетный вариант. Но в то же время не стоит гнаться за самыми дорогими, потому что есть пробойники, у которых цена, ну, реально завышена. Они ничем, ну, как бы сверхъестественным не обладают, но при этом цена у них, к примеру, за один пробойник на 8 зубьев будет в 2 раза выше, чем, к примеру, за вот этот вот комплект Вуты. Но сам результат работы, пробития, да, у этих пробойников он ни в чем не уступает более дорогим вариантам.
есть будет немножко другая форма отверстия, будет, возможно, ну, там размер самого отверстия может чуть варьироваться, но шов все равно получится красивый. И как бы здесь уже зависит от мастера. Значит, с такими пробойниками еще стоит купить себе шило. Я взял себе тоже такое более бюджетное китайское. Нередко эти пробойники используют как разметчик, то есть не пробивают отверстия насквозь, чтобы, допустим, на толстых кожах не слишком расширялась кожа, да, чтобы отверстия были не громоздкие. Раз ударили молотком, согнали на определенную глубину и пошли дальше. И во время прошития уже эти отверстия докалывают специальным шилом. Шило идет с таким вот ромбовидным зубом. Вот. После того, как шило проходит в отверстие, оно немножко расширяет его, и мы уже можем продеть иголку. Ну, как прошивать, это я уже в следующем видео покажу сам шов, как с этим работать. Ну и для себя еще взял такой вот молоток, обшил кожей. Это немножко уменьшило сам звук от стука молотком по этим пробойникам. Ну и, конечно же, плохо, что нету никаких альтернатив более бюджетных. То есть есть очень дешевый инструмент плохого качества, и которым ну, как бы сложно работать и сложно добиться хорошего результата. И, соответственно, есть пробойники более профессиональные, с высокой стоимостью, то есть нету какого-то промежуточного варианта. Я еще тоже на Алиэкспресс нашел там одни пробойники, жду, должны прийти вот такого вот плана, только было прописано, что они полированные. Вот еще посмотрю на те пробойники, и потом в итоге, если они чего-то стоят и их можно будет применять в работе, я их обязательно покажу в своих видео. То есть там они, их цена в районе $20. Вот. Ну и если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь, и спасибо за просмотр.